Друзья, привет! Мы решили снять для вас видео о том, что же такое дом-студия Красная Поляна. Максимально коротко и полезно. Готовы увидеть? Погнали! Ну вот мы и заходим, собственно, на территорию нашего маленького, но очень уютного проекта. Мы в проекте Дом-студия Красная Поляна. Так, что же у нас есть? У нас есть два квадратных домика. Домик номер 1, домик номер 2. И наша гордость — купольный дом «Сфера» с зеленой крышей. У каждого домика есть своя небольшая приватная зона. У купольного домика это вот такая прикольная беседка. У домика номер 2 своя терраса с видом на горы. И у домика номер 1 тоже беседка-терраса, где можно посидеть и покайфовать. Ну, объединяет все три домика единая костровая зона с очагом по центру. Это наша философия. Очаг должен объединять всех наших гостей, и возле нашего костра есть место каждому. Ну а если вы хотите себе пожарить что-нибудь, можно воспользоваться одним из небольших мангальчиков, решетками, приготовить что-нибудь вкусненькое. Ну а дополняет все это прекрасный вид на хребет Аибга. Пойдем смотреть, что же там внутри. Вуаля! И мы в Дом-студия. Итак, что же такое Дом-студия? В чем наша основная, наш основной принцип, наша философия? Мы считаем, что пространство, в котором живут люди, должны людей не разъединять по комнатам, а объединять. И формат студии как нельзя лучше подходит под эту концепцию. Каждый наш домик — это небольшое строение площадью 18-20 квадратов, но максимально комфортное, продуманное для проживания до 4 человек. Как это возможно? Давайте объясню и покажу, что у нас есть. Итак, со входа мы попадаем в прихожку. Есть вешалочки для одежды, обувная полка и даже пространство, куда можно положить сноуборды и лыжи. Есть здоровенный шкаф для такого пространства, куча полочек для одежды, для всего, и даже есть сушилка для обуви, что очень актуально в Красной Поляне зимой. Общее пространство. Центром, сердцем каждого нашего дома является дровяная печь. Дровяная печь — это огонь, это очаг, это тепло, это уют. И поэтому в каждом нашем доме есть печки, они все разные, но у каждой есть стеклянная дверца, в которой можно наблюдать за огнем. Но печку топить не обязательно, каждый домик отапливается электроконвекторами, поэтому в домиках всегда тепло. Теперь главный вопрос: где же у вас телевизор? Нету. Нету и никогда не будет телевизора в наших домиках. У нас есть мини-библиотека, есть красивый вид на горы, есть печь. Наслаждайтесь настоящей жизнью. Это классно. Телевизор. Кухня. Кухня компактная, но максимально наполненная. На кухне есть электроиндукционная печка, электрочайник, кофеварка, холодильник, микроволновка, бокальчики для хорошего вина. Ну и, естественно, тарелочки, кружечки, все присутствует, сковородки, кастрюльки и так далее. Есть кайфовый стол, где можно с друзьями посидеть. В общем, голодными не останетесь. Спальня. Самое необычное, что у нас есть, это спальня. У нас две двуспальных кровати. Каждая кровать шириной 140 сантиметров. Они разделены деревянной перегородкой. Над кроватью, над каждой есть окошечко, в которое можно наблюдать за звездами, либо падающими снежинками. Вообще все наши домики наполнены приятными мелочами, сделанными нашими руками, чтобы было максимально классно, уютно и приятно. Санузел. В санузле у нас есть душевая кабинка, умывальник, унитаз и даже стиральная машинка. В общем, все есть. Приезжайте, посмотрите сами. Ну а мы пойдем посмотрим домик номер 2. Экскурсия по домику номер 2. Итак,
Мы в прихожке. Прихожка небольшая. Есть крючочки для одежды. Есть обувная полка. Шкаф для одежды с плечиками. И даже место, куда поставить зимой можно лыжи. Общая зона. Все наши домики построены вокруг печки. Печь, на наш взгляд, это сердце любого дома. Печь — это очаг. В него хочется сидеть, смотреть через стеклянную дверцу на огонь и отдыхать. Можно почитать книжки, можно просто покайфовать. Обеденная зона. Круглый стол, чтобы посидеть с друзьями, принять пищу. Либо стол можно убрать вниз и завалиться здесь, просто кайфовать. Получается такая зона. Кухня. Компактная, но есть все, что должно быть на кухне. Раковина, плитка для приготовления пищи, микроволновка, всякая разная посуда, кастрюли, сковородки, даже бокалы для хорошего вина. Чайник, электротурочка. Кровать. Кровать — это самое нестандартное, что у нас есть. Кровать находится под крышей. Ширина кровати порядка 130 сантиметров, что по стандартам отельного обслуживания соответствует двуспальной кровати. Не king size, но пара вполне себе комфортно помещается. Ну, либо очень близкий друг. Вторая кровать такой же ширины. Также есть окошко, где можно наблюдать за звездами, либо за облаками, плывущими над горами. Санузел. Что же у нас в санузле? Деревянная душевая кабинка, вполне себе комфортная. Есть стиралка, раковина, ну и, конечно же, туалет, где можно подумать о вечном. Дом-студия Красная Поляна, домик номер 2. Приезжайте в гости. Сегодня знакомимся вот с этим офигенным домиком, круглым, под зеленой крышей, с треугольным входом. В общем, что же там внутри? Идемте посмотрим. Вуаля! Через треугольный вход мы попадаем в дом-шар, купольный дом. Вот так он выглядит. Что же у нас здесь есть? Итак, со входа. На входе у нас есть вешалочки для верхней одежды. Есть полочка для обуви. Есть сушка для обуви. Очень удобно. Полочка для одежды на плечиках в стиле лофт. Если мы заговорили уже о системе хранения, открытая система хранения одежды. Здесь можно разложить всю свою одежду, а для крупных чемоданов, рюкзаков есть пространство внизу. Ну и наш фирменный ящичек для хранения постельного белья. Итак, дальше. Центром всех наших домиков является печь. Печь — это очаг, печь — это сердце любого дома. В сфере это печь фирмы Бенеран. Это легенда канадского лесорубостроения, то есть это печь, которая с 80-х годов не менялась, ее конструкция, и это очень классная печь, она стоит своих денег и своего имени. Здесь же возле печки можно посидеть, мини-библиотека, почитать, покайфовать, в общем, отдохнуть. Ой. А если проголодались, есть кухня, очень нестандартная кухня, вымазанная нашими руками, сделанная практически по секретной технологии. Все наши гости гадают, из чего же она сделана. На кухне есть все необходимое. Кастрюльки, тарелочки, бокальчики. Есть печка, чайник, микроволновка, холодильник. В общем, все, чтобы приготовить комфортно можно было и обед, и ужин. Ну, а посидеть и покушать можно на нашем подиуме. Подиум — это наша гордость. Здесь просто классно можно посидеть, понаблюдать панорамное окошко, пообщаться с друзьями. Ну а вечером подиум превращается, вот так раскладывается, столик уходит вниз и превращается в хорошую двуспальную кровать шириной 140 сантиметров. Вполне себе комфортную. Вторая кровать у нас находится наверху. Это самая большая кровать, которая у нас есть. У нее размер практически king size, только немножечко обрезаны уголочки, так как здесь все круглое и пришлось обрезать уголочки. И, конечно, шикарное окно, в которое видно звезды, облака, солнышко. Ну, и идем в санузел. В санузле самая стандартная, единственная вещь — это унитаз. Все остальное здесь нестандартное. Так, здесь можно посидеть, подумать о вечном.
Раковина из дерева, кран из труб, треугольные зеркала, в общем, все как мы любим, супер нестандартное. Ну и душ, круглый душ, конечно же круглый, конечно же из дерева, с подсветкой, в общем, такого душа вы нигде не увидите. Купольный дом под зеленой крышей, приезжайте и сами посмотрите, что это такое.